Друзья, всем привет, с вами Orox, канал Stable Diff. Тема сегодняшнего видео у нас модель Stable Diffusion 3.5. Об этой модели уже много что снято, но сегодня я вам расскажу интересные моменты про эту модель, а также как понизить потребление видеопамяти, ускорить вашу генерацию. Также для генерации Stable Diffusion 3.5 мы будем использовать интересную схему с LLM моделями. Будет два варианта. Первая модель это с бесплатным API, это онлайн-сервис. И второй вариант это с локальной моделью, одной из лучших для анализа изображений. Ну и давайте разберемся, чем интересна модель Stable Diffusion 3.5, какие у нее есть новинки. Она вышла 22 октября на смену модели Stable Diffusion 3. Stable Diffusion 3 имела неудачную лицензию, которая не позволяла ее использовать в коммерческих целях. А также она была очень плохо обучена, очень плохая анатомия, из коробки у нее была. И по этим двум причинам, по сути дела, эту модель сразу и забыли. Модель Stable Diffusion 3 представлена в трех вариациях. Модель Large, которая генерирует от 30 шагов и выше. Модель Turbo, которая генерирует на 8 шагах. И модель Medium, которая выйдет 29 октября. Некоторые параметры я про нее расскажу, но сильно много про нее пока неизвестно. Модели Stable Diffusion 3, Large и Turbo обладают 8 миллиардами параметров по сравнению с SDXL, который обладает 5 миллиардами параметров, и Flux, который обладает 12 миллиардами параметров. Наверняка у вас возникнет вопрос, что эти параметры означают, зачем они нужны. Смотрите, чем больше параметров у модели, тем больше собранность изображения, тем больше качество изображения и лучше обучаемость. Также 29 октября выйдет модель Medium, которая будет обладать всего лишь 2,5 миллиардами параметров. И это даже в 2 раза меньше, чем SDXL модель имеет. Но обещает, что она будет качественная и доступная по производительности. Модель Stable Diffusion 3.5, Large и Turbo, а также модель Flux имеют технологию MMDIT. А вот модель Medium, которая должна выйти, она должна иметь технологию MMDIT-X. Возможно, вот это понижение количества параметров, оно сильно не скажется на качестве, а вот на скорости генерации скажется. Модель Stable Diffusion 3.5 имеет в своем составе тройной клип, то есть triple клип. И в нее входит клип L, клип G и клип T5. Клип L – это клип из модели SD 1.5, который поддерживает токеновое описание или ключевое описание через запятую. То есть мы перечисляем основные объекты через запятую, основные характеристики сцены. Также эта модель поддерживает клип G, который нам позволяет уже использовать описательный характер. Эта модель клип G появилась в SDXL моделях. И, возможно, здесь она осталась для того, чтобы мы могли использовать наши промпты, которые мы использовали с SDXL моделями, чтобы это было более совместимо. Также модель Stable Diffusion 3 поддерживает модель T5. Это современная модель, которая используется на Flux и Stable Diffusion 3, для которой можно очень точно описать подсказку с позиционированием, с цветами, и она будет все это понимать, различать. По сути дела, по возможности описания, то есть по возможностям клип-модели от Flux ничего не поменялось. То есть самая мощная модель здесь T5, и она работает так же. И более того, вы можете использовать все те же самые модели, которые вы использовали для SD 1.5, SDXL и Flux. То есть это клип L, та же самая модель, клип G, та же самая модель, которая для SDXL использовалась, и модель T5, которая используется для Stable Diffusion 3 и Flux моделях. То есть те же самые модели, не обязательно скачивать их дополнительно, то есть можете использовать свои старые модели клип. А вот модель VAE, это кодировщик изображения, она очень здорово изменилась в модели Stable Diffusion 3.5. Она стала более точной и более качественно кодирует и декодирует изображение. Также для улучшения обучения модели Stable Diffusion 3 ввели технологию QR Normalize. Это позволит более быстро и более качественно обучать модели Stable Diffusion 3, а также LoRa. Потребление видеопамяти у модели Stable Diffusion 3 получилось среднее между SDXL и моделью Flux. А у меня получилось опустить максимальное потребление видеопамяти до 11,5 ГБ. И по сути дела эта модель сможет генерировать на видеокарте 3060 12 ГБ за 32 секунды. Но я уверен, что и на 8 гигабайтной видеокарте генерация будет тоже возможна и не такая уж прямо долгая. На данный момент существует несколько кодировок модели Stable Diffusion 3.5. Это FP16, это очень тяжелая модель. Она весит 16 гигабайт и потребляет очень много видеопамяти в районе 20 гигабайт. Также существует модель FP8, это поджатая модель, но она тем не менее все равно остается еще тяжелой и потребляет еще много видеопамяти. И также еще появились модели уже GGUF, которые сильно сжатые и позволяют понизить видеопамять до 11,5 гигабайт. По поводу лицензии, Stable Diffusion 3.5 позволяет использовать эту модель как в личных целях, так и в коммерческих до оборота $1 миллиона. Если у вас оборот меньше $1 миллиона, то вы можете спокойно создать себе сервис
и генерировать на вот этой модели, никаких проблем у вас быть не должно. Какие можно выводы сделать по поводу Stable Diffusion 3.5 уже на данный момент? Это средняя модель между SDXL и Flux. И по качеству, и по собранности изображения, и по, в принципе, стилевым каким-то возможностям. Но стоит заметить, что это базовая модель, и, возможно, если эту модель будут обучать, если она будет интересна, то эта модель может стать чем-то лучшим. Друзья, если вам интересны нейросети, интересны веб-интерфейс Automatic Forge Conf UI, то для вас у меня есть последовательные курсы по этим веб-интерфейсам с моей поддержкой. Также там есть еженедельные стримы, на которых мы разбираем проблемы, которые у вас возникли, и новинки, которые вышли. По ссылке в описании под этим видео вы можете перейти на сайт stablediff.ru, там будет более подробная информация про этот курс, там же есть контакт администратора, если вам будет что-то непонятно, обязательно задавайте ваши вопросы. А теперь давайте продолжать. Давайте начнем с установки Conf UI, переходим по вот этой вот ссылке, ссылка будет приложена на Boosty, переходим ниже, вот здесь опускаемся и находим Installing для Windows, нажимаем по вот этой вот ссылочке. Здесь нам предлагает скачать архив с Conf UI, нажимаем сохранить. Еще я вам сразу предлагаю скачать гид, переходим по вот этой вот ссылке, эта ссылка тоже будет на Boosty, нажимаем здесь Download, скачиваем exe-шник и везде нажимаем там Next и OK Install. После установки вот этого файла у вас будет доступен функционал гид, который вы можете использовать из консоли, и он нам понадобится. После того, как этот архив скачался, помещаем этот архив в то место, где вы хотите видеть ваш Conf UI. Важным образом не является не использовать кириллицы в пути и не использовать пробела. Также очень важно, чтобы имя пользователя у вас было на латинице и без пробелов, иначе у вас тоже будут ошибки, потому что некоторые файлы скачиваются на диск C в кэш. Теперь нажимаем правой клавишей мыши по вот этому архиву, выбираем SimZip архиватор, распаковать. Если у вас нет SimZip архиватора, то вы его сможете скачать на странице simzip.org, он бесплатен. После распаковки у нас появилась вот такая вот папка, мы отсюда все лишнее удаляем, оставляем только Conf UI, заходим внутрь этой папки. Здесь у нас есть вложенная папка, от нее нужно избавиться. Выделяем вот это вот все, выбираем здесь вырезать. Переходим обратно и вот здесь выбираем вставить, то есть это все вставляем, вот эта пустая папка, она нам больше не нужна, мы ее удаляем. После установки Conf UI вы на Boosty найдете еще вот такой вот bat файл, закидываем вот сюда вот в корень и просто по нему дважды щелкаем и запускаем. Если у вас гид уже установлен, то никаких проблем не будет и менеджер спокойно установится. На этом установка Conf UI закончена, теперь нам нужно скачать модели для работы со Stable Diffusion 3.5. Переходим по вот этой первой ссылке, здесь мы можем скачать модель Stable Diffusion 3.5 Large Turbo Q4. Я вам советую скачать вот такую вот модель, которая весит 4,77 гигабайт. Она работает вполне нормально и потребляет самое минимальное количество видеопамяти. Нажимаем по вот этой стрелке и загружаем эту модель. Также вам понадобится модель VAE. Переходим по вот этой следующей ссылке и нажимаем здесь Download и скачиваем модель VAE, которая весит 168 мегабайт. Далее переходим по вот этой ссылке, нажимаем здесь тоже Download и скачиваем модель Clip L на 246 мегабайт. И также мы еще переходим по вот этой ссылке и скачиваем модель clipg.savetensors на 1,4 гигабайта. Нажимаем вот здесь Download и загружаем ее. Также я еще вам приложу ссылку на модель просто Large без турбо. Здесь вы тоже можете скачать вот в таком вот сжатом виде формата GGUF. Например, вы можете взять вот такую вот модель, она вполне тоже нормально работает. Не обязательно скачивать Q8, разница там в качестве вообще незначительная, вполне вот Q4 модель подойдет. Теперь давайте разберемся, куда эти модели нужно поместить. Переходим в корневую папку, в папку Conf UI, в папку Models. И здесь заходим в папку Clip. Вот сюда вот помещаем модель Clip G, Clip L и модель T5. Они должны находиться здесь. Теперь переходим обратно и переходим в папку VAE. Сюда мы помещаем модель VAE, я ее назвал SD35, нижнее подчеркивание VAE, чтобы потом не перепутать с другими VAE, которые я могу сюда еще в Conf UI поместить. И теперь переходим в папку Diffusion Models и сюда помещаем модели Stable Diffusion 3.5 Large и Turbo. Если у вас 4000 серии, возможно даже 3000, то я вам советую поставить дополнительный ключ для ускорения генерации. Правой клавишей нажимаем по Run NVIDIA GPU.bat, выбираем изменить, у вас открывается блокнот и ставим вот здесь вот пробел и вот такой вот ключ "-fast". Нажимаем здесь файл сохранить и закрываем это окно. Также я вам советую обязательно сделать обновление. Переходим в папку Update и нажимаем здесь Update confui.bat. Дважды щелкаем, у вас происходит обновление, скачивается обновление, устанавливается, нажимаем здесь Enter, это окно само закрывается. В чем разница между Update confui.bat и Update confui stable.bat? Разница в том, что здесь устанавливаются стабильные обновления, а здесь устанавливаются все последние обновления. Я обычно устанавливаю именно Update confui.bat. После этого переходим обратно в корневую папку и запускаем наш Conf UI с помощью файла run NVIDIA
core-gpu.bat. Дважды щелкаем. И после этого запустится вот такая вот схема. Это схема по умолчанию, но если у вас уже был конфиг, там какая-то схема была в памяти, то, скорее всего, запустится какая-то другая схема. Но это, по сути дела, не важно. Давайте перейдем в консоль, посмотрим, что у нас вообще установилось. Давайте посмотрим, что у нас здесь установилось. У нас установился Python версии 3.12.7. Это вот на данный момент вот такой вот устанавливается. И устанавливается Torch 2.5. В предыдущих вот видео я там даже советовал, как перейти на 2.5, чтобы ускорить генерацию. Здесь он сейчас ставится из коробки уже. Возможно, чуть позже будет ставиться другой Torch и другой Python. А это постоянно все меняется. Возвращаемся в окно браузера Conf.ui и загружаем вот такой вот файл sd 3.5. У меня с Boosty его можно загрузить. И здесь будет моя схема. Так, перетаскиваем его, отпускаем. Вот эти вот узлы нужно будет поставить. Нажимаем Close. У нас вот такая вот менюшка справа. Давайте нажмем вот на шестеренку, перейдем в меню. И здесь найдем переход меню бета. Нажмем Top и выберем вот это вот более современное новое меню. Нажимаем здесь менеджер, он у вас должен появиться, потому что мы его поставили с помощью bat-файла. Нажимаем здесь Install Missing Custom Nodes и нажимаем здесь по вот этому вот квадратику, выбираем все вот эти узлы, нажимаем Install. После установки всех вот этих вот узлов нажимаем здесь Restart и нажимаем ОК. Если посмотрим в консоли, то здесь будут загружаться еще дополнительные файлы, поэтому придется подождать. После перезагрузки веб-интерфейса у вас никаких красных узлов быть не должно, поэтому можно уже продолжать работать. Но предварительно необходимо выбрать модели. Давайте перейдем вот сюда вот в первую группу Load Models. И здесь необходимо выбрать ваши модели по вашим путям, которые у вас есть. Давайте начнем с модели Turbo. Выберем VAE, также вот здесь вот SD 3.5 VAE, я его назвал. Clip L, Clip G и модель T5. Вот здесь у нас есть такой вот пультик, который переключает вот эти вот три группы между собой. То есть он здесь выбирает только одну какую-то единую группу. Meow модель локальная, то есть у вас скачивается модель и с вашего компьютера работает, а модель Gmini это онлайн модель через бесплатные API, которые можно использовать и которые не грузят вашу видеопамять. Но работают они немножко по-разному, поэтому и эта модель здесь есть. Я вам покажу, как пользоваться и Gmini, и Meow. По умолчанию у вас будет включена вот эта вот самая нижняя группа. Нижняя группа называется Custom Prompt. Соответственно, мы здесь можем через переводчик написать на любом языке промпт. Можем на английском изначально писать. И по этому промпту уже сгенерировать изображение. Я из старых наработок возьму просто вот такую подсказку уже на английском языке, я сюда загружу. Дальше мы здесь можем выбрать стиль. По умолчанию стоит стиль Base, но также можно выбрать еще какой-то стиль. Если у вас вдруг вот этот узел красный, вы можете просто взять и удалить. Нажимаем просто здесь Delete. Вот эта вот связь связывается вот с этой, и все, проблем никаких не будет. Но в этом случае вы тогда стиль не сможете менять. А вообще лучше выберите просто стиль Base. Если вдруг у вас вот эта вот группа красная, возможно, просто какого-то стиля здесь почему-то не находится. Но я думаю, проблем быть не должно. Теперь дальше переходим вот сюда, вот чуть выше, и есть у нас здесь группа Generate. Группа Generate отвечает за генерацию изображения. По умолчанию здесь встроен вот такой вот негативный промпт, а Blurry, то есть заблюренное низкое качество, и BV это Black and White. Соответственно, это негативный промпт, и этих свойств у нашей генерации быть не должно, то есть наша генерация должна быть немножко покачественнее. Вот здесь мы выбираем размер нашего изображения, просто за верхний правый угол вот такой тянем, выбираем либо вытянутое изображение, либо наоборот вытянутый вверх. Больше чем 1024 на 1024, то есть в перемножение выбирать не следует. Почему? Потому что модель Stable Diffusion 3.5 работает только в 1 мегапикселе. Если вы будете выбирать дальше, то изображение будет просто жутко портиться. Поэтому больше 1 мегапикселя произведение ширины на высоту не выбирайте. Параметр Batch Size – это количество одновременно генерируемых изображений. То есть можете поставить 4 и будет как в Midjourney, то есть у вас будет 4 изображения за раз. В K-Sampler у нас вот такие вот параметры. Steps – количество шагов 8 и CFG 1.5 – это для модели Turbo. На самом деле количество шагов можно выставлять немножко побольше, там 10, может быть 12, дальше смысла особого нету. И CFG выставляем тоже от единицы до 1.5, это нормальное значение для турбо модели. Планировщики выбираем Euler и Simple, по умолчанию они так и стоят. На самом деле можно для Euler выбирать еще бета. Какая-то разница есть, но я, честно говоря, существенной разницы здесь не заметил. Также можно выбирать еще другой вариант DPM плюс 2M, и можно выбирать еще к нему планировщик тогда CGM Uniform. Но на самом деле вот этот вариант сочетания сэмплера и планировщика, он нормальный, и изображения не получаются сильно пережженными, как с вариантом DPM плюс 2M, например.
На всякий случай я вот здесь вот справа вам оставил подсказку, какие параметры следует выбирать для модели Large и для модели Large Turbo. Давайте теперь поднимемся немножко выше и включу вот этот вот узел. Здесь мы можем сравнить модель Large и модель Turbo. Смотрите, здесь я выбираю модель Large, просто обычный тоже Q4. И тоже могу нажать Q еще раз, и у нас будет генерация с теми же самыми параметрами, которые вот здесь. Ну, давайте выставим тот же самый сит, вот так вот его скопируем отсюда. Здесь вставим его, нажмем ОК. Настройки здесь, естественно, будут другие. Здесь будет 30 шагов для качественной генерации на модели Large, то есть это не турбо. И CFG будет тоже другой, где-то 5,5. Это оптимальный параметр, но можно также чуть меньше, чуть больше выставлять. Нажимаем теперь Q и давайте посмотрим разницу между турбо моделью и моделью Large. И вот генерация получилась на модели Large, вот такая вот генерация. И вот здесь вот справа мы можем сравнить в таком вот одном едином узле. Справа у нас модель Turbo, слева у нас модель просто Large. Разница есть, в некоторых случаях лучше работает модель большая, в некоторых случаях лучше работает модель Turbo. На самом деле вот эта вот группа, она вообще не обязательная, она чисто для сравнения была мной сделана. Давайте теперь забайпасим вот эту вот группу, она нам больше пока не нужна. И перейдем вот сюда вот к нашему пульту и выберем здесь группу MeaShow. Включаем ее, и вот сюда вот в этот узел мы можем добавить изображение, с которого у нас будет браться промпт. Давайте найдем какое-нибудь изображение, например, вот такое вот. Закидываем, например, вот такое вот изображение. Здесь нажимаем теперь Q-Prompt, и у нас будет вот с этого изображения считана подсказка с помощью модели MeaShow Prompt Gen Large V1.5. Здесь мы можем выбрать Base модель или Large. Large работает немножко получше. И, соответственно, эта модель у вас будет скачиваться. Вы можете открыть консоль и посмотреть. Здесь есть информация про загрузку этой модели. Вам придется дождаться, пока она загрузится. Весит она примерно 3,5 гигабайта. И после этого вы сможете уже генерировать подсказку с изображением. Итак, после того, как модель скачалась, у нас должно изображение быть проанализировано. И вот здесь мы можем посмотреть, какая подсказка у нас получилась в итоге. Здесь подсказка с помощью вот этого вот узла, она разбивается на две части, как правило. Вот такая вот у нас большая подсказка получается для T5 модели. И еще вот в конце добавляется специально для Clip L еще небольшая подсказочка. И дальше это все передается вот сюда, вот в генератор, и у нас генерируется изображение. Это у нас сгенерировал турбо модель, и чуть выше я еще тоже разблокировал вот этот вот блок, и здесь у нас генерировалось на модели просто Large. Давайте здесь посмотрим, у нас есть турбо генерация и на обычной большой модели генерация. Ну сразу что можно сказать, по скорости генерации здесь, конечно же, модель турбо, она раз в 5, наверное, быстрее генерирует, чем модель Large. Если у вас слабая видеокарта, то, скорее всего, вот такая вот модель Large, она вам просто будет некомфортна в использовании. И, кстати, не всегда получается с моделью Large изображение лучше, чем с моделью Turbo. Здесь просто исходное изображение, оно было такое фотореалистичное, и поэтому получилось здесь получше. Если вы обратите внимание, вот здесь вот деталей, их намного больше. Если вы какой-то фотореализм делаете, то вот с моделью Large, конечно же, деталей будет немножко больше, чем с моделью Turbo. И то же самое получается с Flux моделями, там есть Schnell модель, быстрая, там получается тоже, в общем-то, фотореализм такой подрезанный, но вот если какой-то артовый стиль, там мультяшка, то вполне пригодно. А вот фотореализм на Flux это модель Dev или модель Pro, а здесь это модель Large. Еще раз давайте посмотрим на подсказку. MeaShow генерирует вот такую большую подсказку для T5 клиповой модели, это вполне пригодно, она может обработать такую большую подсказку. Но давайте теперь перейдем вот к этой группе, выберем здесь первый вариант и сюда закинем, давайте то же самое изображение, чтобы было наглядно, какая разница. Да? Смотрите, чтобы вот этот узел заработал, нам нужно еще получить API. Соответственно, если вы сейчас просто вот так вот все это запустите, то у вас ничего работать, конечно же, не будет. Поэтому давайте перейдем вот сюда вот на страницу Google, введем здесь в поиске Google Mini API Key. И для того, чтобы перейти по вот этой ссылке, ссылку я, кстати, оставлю в описании, вам нужно иметь API той страны, которая доступна для Gmini. На самом деле не все страны доступны для Gmini, не только Россия. Исключением является, например, Швейцария, еще некоторые страны. Я пользуюсь API-шником из Турции, и у меня все работает. Поэтому нажимаю по вот этой ссылке и перехожу на страницу для получения API ключа. Ссылку на вот эту вот страницу я вам дам, она будет на Boosty приложена. Соответственно, вы сюда сразу попадете, если ваш API разрешен для Google Gmini. После этого нажимаем на Get API Key. У нас открывается вот такое вот окошко, здесь нажимаем и выбираем Gmini API. И нажимаем Create API
key in existing project. В итоге мы получили вот такой вот API. Нажимаем его «Копировать» и это закрываем. Теперь вот снизу у нас здесь стоит 27 октября. И 27 октября я вот, получается, получил еще и на API. Можно, кстати, несколько API держать и подключаться через разные API. После того, как мы получили API Gmini и скопировали его в буферообмен, теперь переходим в корневую папку conf.ui, заходим в папку conf.ui, в папку Custom Nodes и здесь находим вот этот вот узел Gmini. Он у нас уже должен быть установлен, потому что мы вот эту схему уже закидывали себе в рабочее пространство и устанавливали узлы, которые у нас не были установлены. Выбираем здесь папку Gmini и заходим здесь в файл config.json. В файле config.json у нас здесь, естественно, нет никакого API, потому что изначально его здесь и не должно быть. Поэтому мы сюда просто вставляем тот API, который мы создали только что. И нажимаем здесь файл «Сохранить» и нажимаем «Close». После этого перезагружаем conf.ui и уже сможем пользоваться Gmini. Возвращаемся в наш conf.ui. Естественно, закидываем свое изображение, если его здесь нету. И теперь давайте посмотрим вот сюда, вот на вот этот узел Gmini Zoo. Здесь есть у нас выбор модели Gmini, и нам, в принципе, есть доступны два варианта моделей. Gmini Pro, эту модель можно применять для добавления, как бы до дополнительной обработки подсказки, но для того, чтобы описывать изображение, нам нужна вот эта вот модель Gmini 1.5 Pro Last. Мы ее выбираем. По умолчанию она здесь и будет выбрана. И вот в этом вот узле мы можем подкорректировать описание. Здесь у нас такой хитрый узел, стоит из двух полей. Снизу у нас инженерный промпт, где мы подсказываем модели, что она вообще должна делать в принципе. То есть какой-то общий промпт, который мы задаем всегда этой модели. И позже мы уже общаемся с этой моделью, то есть мы просим ее описать изображение, описать стиль. И можем здесь, в принципе, разные вещи у нее попросить сделать, там, описать цвета, к примеру, написать только цвета. Можно здесь разные запросы делать. Я ставлю здесь вот такие вот запросы: описание стиля, описание изображения. В итоге мы получаем вот такую вот подсказку. Она несколько другая, чем вот здесь у нас было. Здесь у нас подсказка значительно больше, но здесь мы опять же можем регулировать длину подсказки с помощью Max New Tokens. Здесь у нас таких возможностей нету, но у нас есть инженерный промпт. Соответственно, здесь мы можем написать, что нам нужно 80 токенов или 256 токенов. И, соответственно, у нас получится и промпт более большой или более маленький. Давайте перейдем вот сюда. Вот смотрите, наши изображения уже сгенерировались. Эта модель у нас Large, это модель Turbo. Вот такие вот генерации, и по стилю это сильно далеко, нежели у нас было вот здесь вот с помощью Meoshow. Здесь же у нас изображение, конечно же, больше похоже на то, что у нас было до этого, что у нас было сгенерировано с помощью Meoshow. На самом деле Gmini не всегда так плохо описывает изображение, и в большинстве случаев она очень неплохо с этим справляется. Но также можно подкорректировать здесь системный вот этот промпт, и получится, возможно, даже лучше, чем из Meoshow. Но Meoshow тоже очень здорово описывает изображение, никогда к ней вообще претензий не было. Единственный недостаток, то, что она работает на вашем компьютере, занимает вашу видеопамять и ваши ресурсы, и ваше время. А вот Gmini работает очень быстро, практически моментально, и ресурс вашего компьютера она вообще не занимает. Но давайте попробуем еще несколько генераций сделать на Meoshow, например. Вот сюда вот я закину вот такое тоже изображение, попробуем его описать, с него получить подсказку и получить несколько генераций на Large модели и Turbo. Ну, давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Вот такие вот два изображения у нас получились. Это большая модель, это Turbo модель. Turbo модель здесь, на мой взгляд, справилась лучше. Изображение более слаженное, более красивое получилось. Давайте посмотрим на описание. В описании у нас здесь есть Digital Illustration. И вот по мнению модели 3.5 это Digital Illustration. Давайте попробуем закинуть вот такое вот изображение Конора Макгрегора. Нажмем снова Q. Ну и вот из Конора Макгрегора у нас получилось здесь вот такие два изображения. Это большая модель, это турбо модель. В общем-то, опять же, мне кажется, турбо модель, она значительно быстрее генерирует и по качеству изображений сильно как не уступает модели Large. Но на самом деле, если эту модель, наверное, надо обучить, то по качеству она будет, может быть, и лучше, потому что деталей здесь мелких значительно больше. Друзья, вот такая вот у нас модель Stable Diffusion 3.5. Напишите в комментариях, понравилась ли она вам, нет. Лучше ли она, чем Flux или хуже. Но я думаю, это что-то среднее все-таки между моделью SDXL и Flux. На самом деле у Flux есть тоже недостатки. Она очень ресурсоемкая и не у всех она просто тянет. Поэтому эта модель может быть такой золотой серединой, которая будет даже и популярна. Но посмотрим, что будет. Еще раз вас приглашу на свои курсы по веб-интерфейсам Automatic Forge Conf.ui. Если вам интересны
нейросети, интересный эти веб-интерфейс, то добро пожаловать на мои курсы. Ссылка будет в описании под этим видео, там же есть контакт администратора. Обязательно переходите, всех буду ждать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Напишите какой-нибудь интересный комментарий, что вы думаете по поводу этой модели Stable Diffusion 3.5. Также переходите на мой Boosty, там очень подробная инструкция к этим видео написана, чтобы у вас точно все получилось установить. И если какие-то вопросы у вас возникли, то там есть опять же чат. Также переходите в мой большой телеграм-чат, там очень много полезной, интересной информации, и это большой клуб для общения. Там же можно поделиться своими изображениями, и также там можно посмотреть, какие изображения генерируют другие люди. На этом всем хорошего настроения, удачной генерации, все, всем пока.